Вот и мы показали М, показали А, и вот пусть соединяет. Кубики можно использовать просто как кубики для строительства. Давай вместе посмотрим, что получится. Кубики Зайцева и кубики Чаплыгина. В этой программе я разберу очень известную методику обучения. Кубики Зайцева, кубики Чаплыгина. Сделаем такой обзор. Расскажу про плюсы и про минусы этой методики. Здравствуйте, дорогие родители. Меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школа скорочтения и развития памяти у детей. Как я обещал, будем разбирать различные методики обучения. Самые популярные, те, которые вы у меня спрашиваете. И сегодня разберем кубики Зайцева, кубики Чаплыгина. Ну, я приобрел в розничном магазине кубики Чаплыгина, кубики Зайцева в рознице я не нашел. Они, в принципе, похожи. О схожести и различии я расскажу. И, соответственно, расскажу, какие плюсы, какие минусы в них есть. Я в своей работе и те кубики использовал, и, соответственно, расскажу, с какими трудностями я столкнулся, когда обучал детей чтению по этим методикам. Итак, поехали. Итак, я приобрел в розничном магазине кубики Чаплыгина. Вот такая достаточно большая коробка. Кубиков Зайцева я не нашел. Стоимость порядка 4000 рублей. Примерно там 3 900. Это продукт компании Умница, в розничных магазинах продается. Сразу первый вопрос: чем отличаются кубики Зайцева от кубиков Чаплыгина? Ну, Зайцев — это разработчик вот этой методики, да. Там кубиков больше, технология чтения по складам. Там есть кубики с двумя буквами, так называемыми складами. В кубиках Чаплыгина их нужно собирать. Кубики Чаплыгина методика более новая, но в принципе не сильно отличается от кубиков Зайцева. Но чтобы вы понимали, Зайцев придумал методику, Чаплыгин чуть-чуть поменял, и, соответственно, без каких-то обид к автору немного изменилась методика, и понятно, что такие кубики значительно удобнее, да, с ними лучше, приятнее работать. Так, давайте распакуем. У нас здесь методичка, схема кубиков, держалки, красивые деревянные кубики и какие-то карточки со схемами. Итак, давайте распакуем. Берем пленку. Кубики, как я понимаю, немножко слиплись. Вот. Мы их разобрали. Что из себя представляют кубики Чаплыгина? Во-первых, они деревянные, очень приятные на ощупь. Во-вторых, в отличие от кубиков Зайцева, вот такая интересная механика. Ну, она в действительности, да, очень интересная, очень удобная. То есть, если кубиков Зайцева несколько десятков, то есть, ну, их реально много, и набор в целом стоит дороже, то кубики Чаплыгина за счет вот такой динамики, за счет такой конструкции, ну, в действительности это реально хорошее изобретение. Они интереснее и с точки зрения сбора букв, да, динамики для ребенка. Мало того, что мелкую моторику развивает, к тому же еще и за счет того, что ребенок может соединять буквы в склады, в слоги, да, то есть, соответственно, момент обучения проходит лучше. Что хорошо, что приятно. Во-первых, материал дерева, покрытое лаком, и очень приятно пахнет деревом, потому что я вот с расстояния буквально 20-30 сантиметров чувствую, как приятно пахнет дерево. Приятные кубики на ощупь, дерево обработанное, то есть занозу поставить, получить достаточно проблемно. То есть по качеству изготовления, по материалам все очень-очень хорошо. Мы разобрали, отлепили
кубики друг от друга. Что у нас в итоге получилось? У нас в составе 10 вот таких сборных кубика, да, для составления складов или слогов, где, соответственно, из двух кубиков составляется достаточно большое количество слогов. Некоторые элементы не идеально крутятся, но в принципе крутятся. И у нас получились 10 вот таких кубиков. Это даже такие параллелепипеды, да, где буковки на боках и тут какой-то знак. Ну, в дальнейшем в методике мы поймем, что эти знаки для того, чтобы детки соединяли в разных заданиях друг с другом, потому что чисел, цифр они еще не знают. Теперь по тому, можно ли сломать эту конструкцию, но вот я пытался, и у меня не особо получилось. То есть конструкция достаточно прочная, скорее всего, возможно, даже какой-то железный либо толстый деревянный штырь соединяет два боковых элемента, и, соответственно, в самом кубике просверлена большая дырка, и он намертво залез. То есть самое страшное, что может случиться, если у вас двое детей, и один ребенок запустит кубиком в другого, потому что кубики реально увесистые. В плане того, что кубики сломаются, то можете не беспокоиться, потому что сделаны они очень качественно. Материал естественное дерево, лакокрасочное покрытие также не пахнет, то есть кубики пахнут красиво деревом. Давайте теперь посмотрим, соответственно, методички, карточки и вообще разберемся в методике обучения. Кроме самих кубиков у нас еще в коробке есть 3 элемента. Это методичка, книжка-шпаргалка, тоже качественно сделана, жесткая обложка, достаточно качественная печать. И поурочно расписано, что конкретно как делать. По самой методике чуть позже отдельно поговорим. Есть состав динамических кубиков, то, что мы здесь и делали, когда смотрели, да, то есть двойные кубики, одинарные кубики, сколько их штук, вот такой листочек. И карточки со схемами. Здесь у нас вот такой набор различных карточек с заданиями. Начинается с мама, небольшой какой-то текст, кто читает девочке книгу. А какие книги ты любишь читать с мамой, да? Наверное, для того, чтобы обозначить слово мама. Вот с такой модификацией я еще не работал, то есть первый раз ее вижу. И давайте теперь разберем саму методику. Давайте теперь разберемся, как этой методикой пользоваться, как ребенку по ней читать. Начинается все с того, что мы начинаем со слога или так называемого склада, да, со склада ма. Говорим ребенку, что это буква М, это буква А. Давай вместе посмотрим, что получится. Ребенок говорит ма. В зависимости от возраста, в зависимости от уровня знаний ребенка, это произойдет чуть раньше или чуть позже. Что мне сразу не понравилось? Мне сразу не понравилось, что обучать нужно с 3 лет. Написано, что с 3 лет можно обучаться, да? А мы с вами в предыдущем видео говорили, что различные области мозга ребенка созревают в различное время, и в 3 года у большинства детей мозг в принципе не готов еще к процессу чтения, так что для упорных родителей, кто будет пытаться ребенка заставлять читать, ничего хорошего из этого не выйдет. Второй момент, что ребенок все-таки должен знать буковки для того, чтобы учиться складывать. Вот в таком режиме, пользуясь складами, да, есть терминология склад, введенная Зайцевым, то есть это почти слог, но не совсем. То есть склады бывают, например, слово мама состоит из 2 складов, ма и ма, соответственно, тут слог и склад совпадают, а, например, слово слон в
состоит из одного слога, но из трех складов: с, ло и н. Ну, то есть здесь 3 склада. Зайцев ввел такую терминологию. Ребенку, естественно, это объяснять не нужно, но вот он определил, что восприятие чтения лучше происходит по складам. Плюс по сравнению с методикой Зайцева в том, что кубики динамичные, динамические, то есть, соответственно, не нужно иметь огромное количество кубиков. Здесь даже прямых складов, да, слогов, даже если мы начинаем с согласной, получается 4 согласных, 4 гласных, то есть прямых слогов, па, ма и так далее, то у нас получается 16. То есть ребенок может двигать, у ребенка мелкая моторика развивается, в общем, в этом большой плюс. Какие есть минусы? Минус первый в том, что буквы ребенок все-таки должен знать. То есть различие между детьми, которые быстро читать по этой методике учатся, в том, что они буквы достаточно хорошо до этого знали, но, соответственно, если ребенок буквы не знает, Чаплыгин пишет, что буквы ему знать-то и не нужно, вот ему показали М, показали А, и вот пусть соединяет. Но, к сожалению, так это не работает или работает очень плохо. Те дети, с которыми я так занимался, то есть я сделал вывод, что та система обучения, которую мы до этого в предыдущем видео разбирали, когда ребенок сначала должен большинство букв выучить, знать, как они звучат, визуально уметь их отличать, и только после этого учиться соединять склады, слоги, неважно что, соединять комбинации из 2 и более букв. То есть он после этого только делает это легко. И давайте теперь подведем итоги, в чем плюсы, в чем минусы этой методики. Бессмерный плюс в том, что кубики физические, их можно двигать, трогать, то есть происходит обучение в игровой форме, плюс эти кубики, если вы их купили раньше по времени, пока ребенку еще 2 года, и он еще не готов к чтению, то эти кубики можно использовать просто как кубики для строительства. Это отличный вариант, потому что кубики, во-первых, экологичные, во-вторых, достаточно прочные, из экологического материала. В общем, кубики реально хорошие, то есть как игрушка они очень хорошие. Еще огромный плюс в том, что они очень крепкие. Если у вас больше, чем один ребенок, то, соответственно, передать по наследству, использовать со вторым ребенком очень легко и просто, потому что вряд ли у ребенка получится их как-то испортить, как-то сломать. Из минусов сразу могу сказать, что мне не нравится, что автор говорит, что букв в принципе знать не нужно. К сожалению, это так не работает. Но почитайте, посидите на форумах, где пишут мамочки. Практически ни одного отзыва я не читал, когда ребенок с нуля, не зная букв, начал по кубикам заниматься и за 3 дня результатов достиг. Все-таки нужно первоначально обучить ребенка буквам, хотя бы процентом 70 алфавита. Еще раз про это повторюсь, так детский мозг устроен, а потом к этому методу переходить. Сам я в работе этот метод использовать перестал, потому что мне нравятся немного другие. Но в целом метод рабочий, в целом метод хороший. Понятно, что Зайцев автор-разработчик методики, но кубики Чаплыгина лучше, потому что, во-первых, методика сильно проще, потому что для обычного родителя разобраться в кубиках Зайцева минимум непросто, Кубиков очень много, есть четкая система тренировок, нужно брать такие-то кубики, то есть, это не совсем просто. Чаплыгин молодец, потому что все очень сильно упростил, сделал
все очень компактным и, соответственно, удобным. Ну, плюс еще вот эти динамичные кубики, очень, я про это еще расскажу, отлично развивают детскую моторику. В общем, если вам эти кубики нравятся, то и финансы ваши, соответственно, позволяют, то не раздумывая покупайте и используйте как либо основной метод обучения, либо какой-то дополнительный. Но еще раз, нужно учитывать, что за 3 дня вы вряд ли ребенка читать научите, во-первых. Во-вторых, если букв не знает, то тоже вряд ли научите читать. Спасибо за внимание. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Задавайте свои вопросы на мою электронную почту вопрос@turboread.ru. Программа «Учимся учиться». Всем успехов в учебе. Пока-пока. Розыгрыш среди моих подписчиков. Если вы в течение 10 дней после выхода этого видео напишите в комментариях, как вы учили своего ребенка читать, по какой методике, какие успехи у вас были, и, соответственно, при этом будете подписчиком моего канала, то среди этих людей мы в случайном порядке разыграем вот такую книжку «Развитие памяти у детей». Читать вы ребенка научили, ну а эта книжка будет отличным дополнением. Мы отправим книжку победителю в любой город России или СНГ за свой счет, так что участвуйте, победителя, соответственно, выберем в произвольном порядке. Оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше и всем успехов!